Друзья, рады приветствовать всех на нашем канале Дима и Лиля. Это интересно. По началу нашего видео, я думаю, вы поняли, что мы сейчас находимся не в Мариуполе. Мы уехали из Мариуполя, да, по такой вот ужасной погоде, такой дождь, просто сумасшедший дождь был, сколько мы ехали. Это ж, как всегда, нам всегда так везет, знаете, когда запланировал какой-то день, какую-то поездку, и вот резко портится погода. И где же мы находимся? Я думаю, за моей спиной многие узнали этот торговый центр. Это торговый центр «Мармелад», и находится он в городе Таганроге. Как мы обещали в прошлом видео, нам нужно приехать было в Таганрог по делам. И плюс мы хотели сравнить цены наши мариупольские, которые мы вам показывали в прошлом видео. А в этом видео мы с вами посмотрим цены, которые в Таганроге. И отличаются они от наших мариупольских или нет. И давайте пройдем в торговый центр. Друзья, и как вы видите, что в эту поездку мы с Димой отправились не вдвоем, а втроем. Рада представить вам мою сестричку. Всем привет. Это меньшая моя сестричка. Гуляем мы сейчас, идем в магазин целенаправленно. Мы хотим купить с Димой обувь, посмотреть, померять. И вот я скажу, что огромный такой торговый центр, но людей как-то очень мало. Не знаю почему. Красиво все так. Много очень и витрин красивых, и магазинов красивых. Витрины их украшены. Что, друзья, одна покупка у нас уже сделана. Купила я себе зимние такие ботиночки. Сейчас покажу. Они сейчас по акции. Я просто ношу эту фирму Рейкер. Уже вторые у меня покупаю. И отлично они очень хорошо носятся. Их цена была, по-моему, 8 или 9 тысяч. И сейчас они по акции стоят 4,5 тысячи. Так что первый счастливый обладатель покупки уже есть. И второй тоже. Сестра тоже себе купила здесь. Демисезон. Вот такие вот демисезонные ботиночки. Сколько они стоят, Оля? Тут не написано. Почти 5000. Это со скидкой. Кожа, все, такие демисезонки новинки, хорошие. Да. Это так просто что... новый завоз, поэтому... Уже покупочки совершены. так не уйдем. Такой на весну аромат. Обалденный. Вот эти вот понежнее все же. Не зря они на белой полоске. Посмотри, какая красотища. Боже, как же у нас не хватает в Мариуполе такого супермаркета, да? Торгового центра. Да. Классно. Красиво уже так на весну готовят его. Яркие такие цвета. И, кстати, здесь Села открылась. Помнишь, раньше мы покупали вещи Села? С Израиля. Да, израильская фирма. Такая интересная фотозона с таким бульдогом. И смотри, уже сделана фотозона под День влюбленных, 14 февраля. Такой диванчик, как в виде губ. Глянь, какой красавчик, да? Фото с собачкой. Друзья, зашли мы в магазин, называется «Твое». И я смотрю, тут и скидки такие хорошие, и свитерочки такие неплохие. Да. 1700. Глянь, какой симпатичный, да? Мягусенький. Вот этот нижний достань. Вторая моя покупочка. Примеряю. Рассказывай. Вообще отлично. Маленький размер, это 46, Оль. Нет, он не маленький. Он не маленький, отлично тебе. Цвет мне очень понравился. Красивый, Да. такой шоколадный. Сейчас модно шоколадный цвет. Как? Будешь как племянница, у нее тоже такой же. Да, только племянница другой размер. Да, и у нее белый с синими полосками. Это старшая у Сонечки, да. Но зато Гелька будет с таким же. Да, у Ели такой же. Так что вот такой вот, друзья, свитерок. Мягенький, приятный. Как вам, пишите. Так как шоколадных вот таких свитерочков нет большего размера, мне 48 размер, я взяла вот такой вот. Вот это 48 размер. И теперь в каком мне лучше? Так, эксперт номер 2. Смотри. Ты знаешь, тебе и в этом неплохо, и в том. Все к лицу, да? Не говори. Все. На весну? Значит, надо светлое брать, наверное, да? Счастливые обладатели покупок. Мы уже Диму вытягивали по этим магазинам. Так мы только зашли в этот магазин. То есть, как говорится, женщин нельзя пускать, наверное. У нас сегодня конкретно, шопинг, поэтому
Дима, ты Уже нас вот. потерпи немножко еще. До первого этажа еще 2 этажа. Идем в следующий магазин. Оля, пошли в лес. Так я уже была там. Друзья, посмотрите, какая Я ж только из леса. красивая. Здесь фотозона, по бокам лес, заснеженный лес. Еще до сих пор украшенные елочки. Хотя мы уже ждем, когда быстрее закончится эта зима и наступит весна. Осталось буквально каких-то 2 недели, и уже будет весна. Но пока что мы еще побываем немножко в зимнем лесу мармеладовом. Сядь на пенек. Не ешь, прошу. Не ешь, а ты сказала, что ты уже хочешь есть. А там за спиной можно Потерпим. поесть пирожок. Так, ты что, садимся. садишься ждать пирожки? Нет, просто на пенек. Когда остановки. Что, друзья, все, мы уже такие вещи купили. Диме ничего не купили, как обычно. Он выбирал себе зимнюю обувь, но, к сожалению, его размера 46-го нету. Только 45-й максимально. Ну, спустились мы уже в Магнит. Сейчас какие-нибудь овощи, фрукты надо купить. Тут уже, как ты сказала, кому ты купила? Ага, Целая упаковка еды. мальчику нашему. Рыженькому. Парню надо тоже еда. Парня надо кормить, да, там Яблоки. кормов набрала. И, кстати, корма дешевле, чем у нас в Мариуполе. Вот этот вот корм, вот такой вот, Оля говорит, корм у нас в Мариуполе стоит. Оля, сколько? 40 рублей, да, Шеба? 30. В Мариуполе. А, у нас, да. 40 и 45. А здесь 30 рублей вот такая вот пачечка. Бананы, цена на бананы 140 рублей. У нас в Мариуполе они стоят, по-моему, почти 160 рублей. Еще надо яблочек взять. Яблочки здесь 110 рублей. У нас вы цены видели, дешевле, чем 120-130. У нас, по-моему, яблок хороших нет. Здесь такие крупные. Надо выбрать самые большие. Я люблю тоже такие большие яблоки. Написано «Новый урожай». Друзья, ну что, посмотрим цены на цитрусовые мандарины. Вот такие вот красивые мандарины. 120 рублей. Грейпфрут 160 рублей, огромная. И апельсинки 135 рублей. Ну, я скажу, что у нас плюс-минус такие же цены на апельсины. Ну, цитрусовые немножко подороже, конечно. У нас есть огромные такие помело. Красавцы. 190 рублей. Красная. Так, ну и на помидоры. Ну, я думаю, по-моему, здесь там плюс-минус такие, как у нас цены. Как ты тут скажешь, Оля? Такие, как у нас цены помидоры, да? 240, 330, огурцы 310 310. рублей. Ну, 309,99. Ну, мне кажется, такие же самые цены. Пошли на масло растительное посмотрим. Масло. Растительное масло. Вот такое вот масло. Буквально. Я запомнила эту цену. Она была, по-моему, почти 180 рублей в пакете. Вот здесь она, видите, 125 рублей. Олейна в какую цену? Олейна, ну это потому что акция, возможно, олейна 160 рублей. У нас есть сетевые магазины, кстати, очень многие пишут в комментариях, у вас что, нету, кроме этих магазинов? У нас есть, друзья, у нас есть а-ля Магнит, который называется у нас «Твой магазин», а-ля Пятерочка, которая называется у нас сеть уже «Семья». И вот там вот, ну, плюс-минус вот такие вот ценник вот такой, как здесь в Магните, как в Пятерочке, именно, как мы называем это, на большой земле. Вот, например, олейна здесь 160 рублей, а у нас в сетевом магазине он стоит, такая баночка, бутылка 130. Вот есть ароматная для винегредов. Золотая семечка 145 Да. рублей. Макароны сейчас по акции 57 рублей. Упаковочка Макфа, которую мы покупаем. И 50 рублей, ну, тут в зависимости от формы самого изделия. Вот мы стоим сейчас на самых социальных продуктах. Это овощи, свекла 33 рубля, лук репчатый 42, ну, 41,79. Здесь расфасованный есть 40 рублей. Морковь 34 рубля. Но я скажу, что цены от наших не отличаются. Вот именно на вот эту социальную группу товаров нет. Картофель 48 и 60 рублей. У нас абсолютно такие же самые цены. Яйца. Но яйца здесь расфасованные, они по 10 штук. 91, 95 рублей. Здесь С0 получается, здесь С1. Ну, мы покупаем поштучно, они у нас расфасованные по 10 штук, но у нас цены дешевле. Я покупаю, по крайней мере, по 85 рублей десяток. Это С1 я беру.
Оля, что ты там уже? О, Масло. опа, опа, опа. Маслечко. Дешевле, чем у нас? Да. Вот. Скажу вам, здесь цены на мясо, ну это именно магазинное мясо, не домашнее. Например, окорок 250 рублей и 240 рублей. Какие-то совсем низкие цены, мне кажется. 340 рублей, так это, вот посмотри, глянь, биточки такие красивые. Цены вообще идеальные. Ну, как для магазинного мяса вообще шикарные цены. Курица 210 и 390 филе, но у нас тоже филе плюс-минус по такой цене. А вот это по 1000. Вот такой вот холодильник с икрой. Ассортимент не сильно большой, но тем не менее здесь икра разные цены, и такая более дешевая, подороже, 600 рублей. Но я вот такую вот, которая вот 600 рублей сейчас по акции, я у нас в магазине покупала тоже по акции 514 рублей. Нормально, отлично, мажется. А вот это вот, как мы покупали на Новый год, у нас чуть-чуть дороже такая. Здесь, видишь, 200, 230 грамм. А это? А это 200 граммовочка. А Ну, где это она? отличная цена, Оля, я скажу. А 200 где грамм, она? Это? 1000 рублей. Друзья, решили мы тоже взять по акции корку. Держи. Одна тебе баночка, вторая мне баночка. 200 грамм икры. Ну, И вроде ценник на неплохая. нее сегодня 1000 рублей. Ну, 999, 99. Так, чья она? Чья это Запотевшая. икра? Я думаю, горбуша. Ну, стандартная корочка. Называется «Добрались мыши до сыра». Нет, для любителей сыра чего? Оля решила взять полностью все виды сыра. Это очень вкусный сыр, нам он очень нравится. Разные, и с трюфелем, и с лисичками, и с орехом. Здесь нет Ценник. еще с паприкой. А, да, есть паприка. Вяленые томаты да. с паприкой я брала. Еще есть вкусную. с черным перцем, А. вкусный тоже. 290, 260 и 280. Вот это 280. С грецкими орехами, оказывается, самый дешевый. 260 рублей сейчас по акции. Так, ну, друзья, молочные продукты. Эпика. Цены, я думаю, видно. 119, 102, 110 простоквашино. Ряженки 130. Молочная легенда, йогурт питьевой 100 рублей. И 92 есть йогурт. Ряженки 105 рублей. Молоко 105 рублей. По акции масло 150 рублей. Мне оставьте два. На, Домик в тебе. деревне. И Белебеевская 170 рублей. Ты мне взяла один? Да, взяла, тебе вот как раз Ага. взяла. Все, набрали мы масло. Но это цены гораздо дешевле, чем у нас, я скажу, на масло. Пришло время перекусить. Улитка с корицей 80 грамм. Вот такая вот красота. Ребята, пахнет просто невероятно вкусно. 38 рублей. Друзья, ну ехали мы, ехали, и наконец-то приехали, конечно, в нашу любимую ленту. Пока мы занимались своими делами, пока мы ехали до этого магазина, посмотрите, какая погодка. Вышло солнышко, уже даже голубое небо просвечивается. Но пока мы занимались делами, уже некоторые успели выспаться, да? Есть в машине. Ну что, будем сейчас заходить в магазин и посмотрим, какие здесь цены. Ну что, друзья, на входе нас сразу встречает вот такая вот красота, живая красота. Это тюльпаны. Скоро весна, предчувствие весны, а вообще день влюбленных. Поэтому на входе
Вот такие вот красивенные букеты. Ну и цены, конечно, на букеты. 11 тюльпанчиков стоит 600 рублей, а 25 тюльпанов стоит 1400. Ну и 5 вообще ни о чем, 350 рублей. Конечно же, можно и орхидеи купить, но и на входе сразу первое, это любимое место Димы, потому что здесь всегда продается замороженный лосось. Здесь такие огромные туши лосося. Цена 1200 сейчас по акции, очень большие, но, знаете, если бы он был не потрошенный, наверное, мы бы купили такой лосось, а он, к сожалению, потрошенный. Друзья, акционная стоечка с такими благородными напитками. Оля, Да, ром. у нас как специалист, расскажи Да. нам, пожалуйста, что ты выбираешь? Я, допустим, вот выбираю своему мужу ром индийский, Old Monk. На подарок, да? Да, на подарок. Хороший ром со Хороший? специями, да. Тут идет 42,8% алкоголя. Можно брать. Дима, берем. Берем. Ставь. Можно Дальше. это. Сегодня также по акции в ленте креветки. Мы вот тогда были, когда в Полете, цена была на креветки 700 рублей. Здесь 569, 570 рублей, грубо говоря. Ребята, здесь просто рыбный рай. Посмотрите, сколько здесь лосося. Цены Спасибо. абсолютно все разные. Где-то по акции есть, где-то без акции и 830 рублей, и 960. Но все зависит, конечно, еще от веса, ну и производителя. Самая доступная цена на сегодняшний день за 200-граммовый кусочек 370 рублей. Рыбный отдел пестрит своим изобилием. Тут и свежемороженая рыбка, и свежая, наверное, караси. Судак 489, это по карте. Караси, Дим, караси недорогие, но не маленькие, да, по-моему, 130 рублей килограмм. Сазаны 300 рублей, это все называют цену по карте. И карпы 430. Ну, я скажу, что тут дороже, дешевле, конечно, у нас на космосе купить, наверное. Здесь стейки, форели, лосося, киты, нерки. Выбор, конечно, я же говорю, просто изобилие. Помимо свежемороженого есть еще и копченые, и соленые рыбы. И очень большой выбор. И мясо. Кстати, здесь тоже мясо дешевое. Дим, посмотри. 255 рублей, лопатка без кости. Ну, у нас такая лопатка стоит 350, 380. Окорок без кости 260 рублей. Шея 480. Я скажу, это недорого. Фирма Мираторг. Друзья, мой самый вкусный холодильник, наверное, самый вкусный, потому что здесь очень много икры, красной икры. Так, а мы взяли, это мы 200 граммовку мы брали, да? Здесь 232, 149, и мы вообще так чудно купили за 1000 рублей 200 грамм. Посмотри, какая прелесть. А вот и черная корочка. Черная икра 250 грамм 20 тысяч стоит. И 125 грамм 11 600. Я уже очень давно не ела черную икру. Вот, посмотри, какая прелесть. 300 грамм 3000. Все равно дешевле взяли. Вот красивая кита какая. 3 кита лососевая, 3200. Дальше мы подошли на отдел овощи, фрукты. И вот виноград. Шайн, да? Да, Шайн Мускат. 595 рублей. Ну, я скажу, цены не отличаются от наших. Здесь синий виноград, или черный, 300 рублей килограмм. Все запаковано в холодильниках, не хочется открывать. Ну и посмотрите, сколько здесь яблок. Яблоки, конечно, тоже цены абсолютно разные. Красивейшие яблоки, 230 рублей на минуточку. Нет, тут цены на яблоки очень большие. Скажем, мы вот в Магните купили, получается, по 110 рублей. Вообще чудесная цена. Я здесь даже таких не вижу. И 180, и 190, и 200, и 155, 200, 230. Так что Магнит по яблокам, по ценам на яблоки лучше. Очень большой ассортимент огурцов. Огурцы тоже цены разные, есть и расфасованные на килограмм. Вот, например, как эти, 270 рублей килограмм. Ну, а здесь уже фасовка идет по весу. От этого уже и цена будет идти. За 600 грамм 250 рублей. Друзья, здесь цитрусовые у нас
по акции 90 рублей. Но они, правда, такие небольшие апельсинки, как вот на сок очень хорошо. Но надеемся, что будут вкусные. Взяли вот так чисто попробовать. Бананы, кстати, 150 рублей. Чуть-чуть дороже. Ну, в принципе, такая же самая цена, как в Магните. Ну и подошли мы к помидорам. Цены на помидоры здесь, я скажу, не маленькие. 400 рублей. И то это по карте ленты. Маленькие такие помидорчики черри. 860 рублей килограмм. 300. И вот такие вот розовые тоже 300. Что ты там нашла, Оля? Черри смотрю. Сколько стоят эти черри? 250. А сколько там вес? 250 грамм. Ага. Ну и давайте посмотрим на социальные продукты. Это что у нас? Это, конечно же, картофель. Цена за сетку картофеля 240 рублей. Ну, я округляю, конечно же. Также можно и на вес взять. Есть картофель и по 60 рублей, и по 46 рублей. Ну, обычно, я думаю, цены абсолютно такие же самые, как у нас в Мариуполе. Помидоры пахнут, Пахнет как помидором, вот в да? саду, да. Ой, Прям вот эти у меня веточки прям в пакет пахнут. все падает. Ну, это хорошо. Я что Посмотри, их они брать как буду. виноградинки, по-моему, такие. Ой, Смотри, глянь, какая красивая красивая. веточка. И пахнет Не, очень. правда, очень пахнет. Вообще так пахнет вот прям настоящим помидором. Не то, что ты берешь там зимой, их они такие, никакие, как стекло. А эти именно пахнут. С ума сойти. И здесь мы на сырах. Но здесь такой сыр, которого я не нашла в Магните. Это с лесными орехами. Тоже ларец. Классный сыр. Получается, его цена сейчас 995 килограмм. Вот этот вот, ну, половинка шарика этого на 403 рубля. Просто сыр – это наша тема. Да, да. И это не обсуждается. Естественно, еще любимый уголок – это молочные продукты. И вот, ну, я просто очень люблю такой йогурт Актибио. Точно знаю цены у нас в Мариуполе. Здесь 150 рублей цена этой бутылки, 870 грамм. А у нас в Мариуполе самая дешевая – это 165 рублей. Это самый дешевый ценник. И то это только с черносливом. А вот такая вот бутылка, она будет стоить порядка 180, 200 и более 200 рублей. Так что тут дешевле. Ангелина Что ты там такое берешь? любит. Это такие молочные коктейли, топ-шейки. Боже мой, цена вот этой Шоколадные. баночки 80 рублей. Да. Не, ну что такая прикольная, да? Не, ну они, правда, они вкусные. Молочный. Молочные шоколада. коктейли, да. Шоколадные. Есть еще с клубничкой, но я беру шоколад. Так, мы подошли на молоко, и теперь по ценам на молоко. Ну, вы видели, помните, что у нас именно вот такое вот бутылочное молоко, оно было не менее 100 рублей. Посмотри, здесь цены. 80 рублей, 90 простоквашино. Также есть немножко побольше бутылка, банка, литр 400, 145 рублей, здесь 160 рублей. Так, на вот это только ценник не вижу. Это кефир, кефир 89, ну 90 рублей, и молоко топленое 98 рублей. Ну, однозначно здесь дешевле все. С ума сойти, ну, 2 бутылочки домой надо взять. 81 рубль, это 3,2 жирность. Боже, как мы это все нести будем? Еще молочко. Поступление. Вот только коровку надоели. 3,2 жирность. Здесь почти 2 литра. 1,900 с чем-то. Сколько ценник, Оля? 209, ну, 220 рублей. 220 рублей. Что, друзья, счастливая, довольная и с полной сумкой своих покупок мы сейчас отправляемся в машину, потому что руками их просто нереально донести. А на этом будем с вами прощаться и заканчивать это видео. А вы пишите, как вам наш сегодняшний шопинг с сестричкой по Таганрогу. Оля дорвалась, называется, до Таганрога. У нее просто нереальная чемодан. Да, очень много фрукты и молочные. Вот скажи, ты покупаешь очень часто в Мариуполе? Ну, молочка, И фрукты, да. цены здесь сравнение? Ну, дешевле, конечно. Сыры, молочная, фрукта. Дешевле в Таганроге. Намного дешевле, да? Дешевле намного, да. Так Поэтому... что на этом мы прощаемся. Всем удачи, пока и до новых встреч в следующих видео из Мариуполя. Всем пока!